Тюлькаева. Добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня мы будем с вами пить вкуснейший и ароматный кофе. Но для начала давайте создадим приятную атмосферу и добавим чуточку уюта. Начнем со стеклянной вазы. Моя из IKEA. Обводим окружность вазы на пробковом полотне и вырезаем. Она пригодится нам попозже. Декорировать вазу будем с помощью рогожки. Ее я покупала очень давно в магазине для творчества. Также ее можно поискать у флористов. Отмеряем нужный нам размер и отрезаем. Приклеиваем с помощью горячего клея сначала одну сторону рогожки, потом вторую сторону. Сделать это нужно либо в стык, либо внахлёст. Подгибаем края рогожки и фиксируем горячим клеем к дну вазы. Далее берем ранее вырезанный круг из пробкового полотна и приклеиваем на дно. Теперь все выглядит аккуратно. Отрезаем лишнее и фиксируем края рогожки сверху вазы, также горячим клеем. Вырезаем из пробки полоску, так, чтобы ее длины хватило на полный оборот вокруг вазы и немного осталось на хвостик. Ширину делайте на ваше усмотрение. На крикете я вырезала из виниловой самоклейки надпись Have a nice day. Have a nice day. Что в переводе на русский означает «хорошего дня». Вы также можете написать любую фразу от руки с помощью акриловой краски и кисти, трафарета или просто маркером. Теперь нам понадобятся декоративные гвоздики-братцы. У себя я как раз нашла 2 штучки черного цвета. Примеряем и делаем отверстие скальпелем или шилом. Вставляем гвоздик зубцами вниз и с обратной стороны разгибаем в противоположные стороны. Готово! Далее фиксируем полоску горячим клеем и также склеиваем 2 конца в один хвостик. Этакий декоративный элемент. Моя ошибка в том, что я сделала его практически сзади вазы, а хорошо он будет смотреться именно сбоку. В самом конце я решила прикрыть несовершенство по внутренней окружности вазы. Решила это сделать также с помощью пробки, но не из IKEA, а в Fix Price я купила вот такую подложку на стол для горячего. Она в 2 раза тоньше, чем IKEA и более рыхлая. Также она имеет вот такую ламинированную поверхность. Вырезаем полоску по размеру внутреннего диаметра вазы и вкладываем ее внутрь. Я даже не стала приклеивать. Держится хорошо. Теперь в вазу можно поставить цветы или пампасную траву, ныне очень популярную, и наслаждаться утром. Так, стоп! Нам же еще нужно сделать костеры, в простонародье подстаканники. Я хочу их сделать также из пробки и хочу, чтобы они были в форме шестигранников. Показывать, как правильно начертить шестигранник, я не буду, оставлю в описании видеотуториал. У моих подстаканников длина каждой стороны будет 7 сантиметров. Прикладываем трафарет из картона на пробковое полотно. Обводим по контуру. И вырезаем канцелярским ножом. Одно мгновение, и у нас уже 3 заготовки. Подпиливаю края пилочкой для ногтей. Находим середину у первой заготовки и с помощью линейки проводим линии от 3 равно удаленных углов до центра.
Берем бумажный скотч, отрываем кусочек и приклеиваем вдоль одной из линий. Повторяем еще раз, формируя сектор. Красить будем белой акриловой краской в 2-3 слоя. Можете использовать небольшой кусочек губки или поролона. Оставляем до полного высыхания. Снимаем скотч и приклеиваем новый кусочек по следующей линии. Красим черным акрилом. Да, и тут я совсем забыла защитить скотчем уже окрашенный край. Не забывайте сделать это сразу. После высыхания снимаем бумажный скотч. И наш первый подстаканник готов. Переходим ко второму. Проводим линию через центр шестигранника и снова клеим скотч. Красим черным акрилом. И оставляем до полного высыхания. Снимаем скотч. Вы можете делать с помощью бумажного скотча линии разной длины и ширины. Красить их абсолютно различными цветами. Пожалуй, я больше не буду повторяться, так как на видео хорошо виден полный процесс создания подстаканников. Вот и последняя заготовка. Да, и еще один важный момент. Свои костеры я лаком не покрывала, но все-таки я рекомендую им воспользоваться, чтобы защитить поверхность. Пробка очень хорошо впитывает любые жидкости, и у вас после использования могут остаться пятна. Из краски вы их тоже не сможете отмыть. Думаете, финал? Нет, я решила добавить еще одну белую полоску. Фантазируйте, тут очень интересно можно поиграть с геометрией. Последний кусочек скотча. Насчет геометрии. После того, как я уже завершила съемку туториала, я решила поиграться и сделала вот такой вот костер. Конечно, я уже не стала заморачиваться со скотчем, это был бы уже перебор и взрыв мозга. Поэтому я просто начертила линии с помощью маркера и линейки. Ну что, давайте уже наконец сделаем кофе.
все-таки это вкусно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, любите ли вы кофе и как вы предпочитаете его готовить. В турке, гейзерной кофеварке или в кофемашине. А может, вы просто любите ходить в кофейни? Знаете, что больше всего мне нравится в этой вазе? То, что ее очень легко трансформировать в подсвечник или ночник. Нужно всего лишь положить внутрь светодиодную гирлянду на батарейках или поставить безопасную светодиодную свечу, тем самым сделав атмосферу в комнате более уютной и интимной. И при этом вы также можете оставить внутри цветы или сухоцветы. Надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Абсолютно любая ваша активность помогает этому каналу развиваться. Поэтому поддержите меня пальчиком вверх, напишите комментарий и обязательно подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о выходе моих новых роликов. И увидимся с вами в новых видео. Пока! Так себе. Ну, в целом норм, но надо лучше. Муха, пошла вон! Уйди! Ты достала! Я же убью тебя сейчас. Разве ты хочешь, чтобы я тебя убила? Дубль следующий. Владик, ты можешь позвонить соседям? У тебя есть их номер телефона? Они просто ходят, у них пол скрипит, я не могу записывать ничего. Показывать. Спою. Муха, опять ты. Надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Обязательно, обязательно, обязательно. Юху! Я закончила.